Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на загаданного мужчину, на любовь, на отношения по вопросам, которые я рассматривал на личных консультациях. То есть это, по сути, сценарий индивидуальных вопросов, но, возможно, применимый к вам. Какие именно вопросы мы будем рассматривать, я сейчас зачитывать не буду, но вы их можете найти при желании в описании по тайм-кодам. Если вам тот или иной вопрос не актуален на отношения, вы можете смотреть по тайм-кодам. А если вы любите слушать мои чтения Таро на отношения и вообще другие расклады от начала до конца, то просто слушайте, что говорят карты Таро о ваших отношениях. Здесь самые неожиданные будут моменты, которые вы можете для себя открыть. Особенностью сегодняшнего гадания будет то, что мы будем смотреть приблизительно около 40 разных, самых разных вопросов. Ну, будет 10 конкретных направлений, да, 10 тем раскрыто. И каждая тема будет освещаться 4 картами. По сути, мы откроем с вами 40 разных вопросов. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину, на свою ситуацию в отношениях, на энергетики этого расклада. Слушайте меня внимательно и применяйте свою интуицию, глядя на карты. Мужчина скрывает от вас свои чувства. И, возможно, эти чувства, они развиваются и все, больше и больше. Да, они развиваются, эти чувства, но он продолжает их скрывать. То есть у мужчины есть чувства, но он их скрывает. Еще раз, он скрывает от вас чувства. Истинные чувства, которые он прячет. Он прячет боль от разрыва по отношению к вам. Знаете, он вам боится признаться в том, что он может гораздо больше, чем вам показывает. И его чувства к вам скоро могут выйти на поверхность, вылиться, выплеснуться. Причем это может произойти в игривой форме. Этот мужчина находится с вами в отношениях, потому что он непростой мужчина. Он или волшебник, или маг, или он умелый манипулятор. Тут уже прикладываете ситуацию, не ситуацию, а карту. Прикладываете к своей ситуации. Может он манипулировать вами? Манипулятор он или нет? Или же он действительно какой-то волшебник? Но давайте, если он не волшебник, не колдун, то он хороший специалист в какой-то области. Да? Поэтому этот мужчина вместе с вами находится в отношениях, потому что он маг. Специалист, манипулятор или волшебник. Но удерживает его рядом с вами неправда или хитрость, или обман. Да? Неправда – это обман больше. То есть удерживает его рядом с вами хитрость, обман или неправда и, опять-таки, манипуляции. Окей. Смотрите, возможно, он об этом сожалеет, потому что у нас 3 мечей – сожаление о разрыве, и 7 мечей – сомнения, хитрость, обман падают, да, рядом. И это по судьбе должно было произойти у вас, или может произойти по судьбе, и может стать настоящим испытанием ваших отношений на прочность. Но, тем не менее, его настоящие намерения – открыть вам чувства и любить вас. У него очень много карт хороших. Рыцарь кубков, паж кубков, король кубков. И все они в неплохой пока связке. Что вас разделять может? Боль разрыва, ложь, обман, недоверие, нечестность. Пока вот это вот то, что я заметил. Есть ли здесь любовь? Скорее всего, да. Есть ли здесь выгода? Скорее всего, да. Поэтому здесь борется любовь
и выгода, чувство и материальное. Ну, так часто бывает, и, возможно, в этом и есть сложность, и есть нюансы ваших отношений. Знаете, вот вас ждет в отношениях обида, обвинение и ощущение, что с вас хватит. К этому нужно быть готовым, да, как говорится. Ваш союз сейчас, в настоящий момент, движется к десятке мечей. А десятка мечей – это прекращение отношений. То есть вам банально может все, как говорится, осточертеть или надоесть, да, или вы скажете «баста, с меня хватит». Вот такое может быть. И ваши отношения изменят полное разочарование. И это даже не разочарование, а просто какое-то отчаяние. То есть вы зайдете в отношениях или уже зашли, или стремитесь туда, идете, да, в какую-то глубокую депрессию. Но, несмотря на это, у этих отношений есть будущее. И смотрите над будущим, какие хорошие карты. Паж кубков, туз монет и тройка кубков. Вряд ли сейчас этот мужчина вам с кем-то изменяет. Если изменяет, то он сомневается, нужно ли это делать. Если он и изменяет, то по энергетике эта женщина вот такая. А вот если он изменяет, он ищет ангела-хранителя или человека, который лечит его душевные раны. То есть этот человек, с которым он изменяет, он как бы ищет себе такую какую-то, знаете, как волшебную пилюлю, чтобы успокоить свое сердце. А тут, смотрите, тройка мечей, семерка мечей и десятка мечей. А в этом сердце достаточно много мечей. И здесь уже нужно понимать, это его сердце, это ваше сердце, или это и его, и ваше сердце одновременно. Их связь нестабильна, но она может развиваться и привести к каким-то последствиям. Но опять-таки их связь как минимум нечестна, если таковая есть. А у нас семерка здесь. Поэтому если эта связь есть, то она нестабильная. Но, тем не менее, измены ему нужны, скорее всего, для того, чтобы компенсировать какую-то душевную боль и страдания, да, от разрывов или от конфликтов с вами. Да? Вот так. На самом деле, если эта женщина есть, она, скорее всего, водные стихии, скорпион, рыба, рак. И она действительно может быть такая, знаете, как архетип матери, да, принимающая, оберегающая, нежная, мягкая, ласковая. И он действительно может компенсировать в этой женщине именно вот процесс какого-то заживления своих ран. Да. То есть, ну, этот четвертый блок, он больше актуален для тех, кто, ну, может быть, сомневается в честности партнера. Да, здесь у нас она как бы прослеживается и хочет узнать о сопернице. Но сразу говорю, что в вашем случае в этом раскладе выпало сомнение, потому да, может быть, но скорее нет, чем да. А если и есть, то вряд ли продолжения будут глубокими. Хотя если он застрянет там, то вытащить его будет достаточно тяжело. А вот следующий вопрос, он не касается отношений, а больше он касается вас. Лично, да. Если вы выйдете из отношений, то ваше финансовое положение может и не ухудшиться намного, да, а может даже и улучшиться. Услышьте это. То есть, выходя из отношений, возможно, вы даже приобретете императрица на выход из отношений. Для того, чтобы быстро восстановиться, вам нужно будет активно принимать решения и смириться
возможно, с какими-то трудностями, и смириться с тем, что возврата в отношения, возможно, у вас и не будет. То есть дорога назад будет закрыта. Новые возможности финансового характера вам придут через накопленный жизненный опыт и через обучение. Возможно, нужно будет работать над исцелением ваших финансовых способностей. Выйти в свет или найти стабильность, или выйти в стабильность вам поможет эго, желание быть успешным, успешной, побеждать и свое личное дело. Можете ли вы начать свой бизнес? В принципе, да, если дополнительно решитесь и где-то, может быть, пройдете какое-то обучение. Тут отшельник, он и лекарь, и он он может быть и духовный лидер, наставник, учитель, сенсей, да, и так далее, вот в таком стиле. Следующий блок снова о вас. И о будущем немножечко, да, таком. Тут финансовый блок у вас, а здесь о вас, о возможностях. Скорее всего, уже если вы вдруг разорвете эти отношения, вы можете быть счастливы в личной жизни, но и скорее будете счастливы. Но вам нужно развеять свои тревоги и сомнения, переживания и, может быть, успокоиться по поводу чего-то. Да? Сейчас вам мешает почувствовать счастье, уверенность в себе и крепкость в ногах. Вы себя сейчас недооцениваете, но, возможно, из-за того, что переживаете какой-то обман, разрыв, прекращение отношений, или вы запутались, застряли, или не знаете, на что отважиться, или сомневаетесь в будущем. Услышали, да? Период в личной жизни, в отношениях, который вас ждет, вам еще пока не открылся и не открывается. Вам пока не надо знать, что вас ждет именно в любви. Попробуйте наладить свой материальный мир, да, но через укрепление, возможно, и духовного, да, тут комбинация такая неплохая. И 11 – это равновесие, то есть укрепление духовного и материального мира, возможно, снимет напряжение, тревоги и приведет вас к некому равновесию, давайте так скажем. Вы придете к гармоничным отношениям, когда начнете думать о себе, о своих энергетиках, и когда вы обретете путь позитивного мышления к своему делу, к своей самореализации. Здесь видите, какая комбинация выпадает. У вас последняя 4-я карта, форма, она всегда выпадает хорошая. Ни одной плохой карты еще не выпало. А ведь мы уже с вами выложили 6 слоев на секундочку. Да, это достаточно много. Давайте посмотрим следующий блок вопросов, который, вот там один вопрос был, да, я их немножечко расширил, да, сегодня вам специально, чтобы вы нырнули немножечко в себя, погрузились. Вот. У вас возможен второй брак, когда вы будете уверены в собственной самодостаточности, или вы будете понимать, что ваше материальное благополучие зависит только от вас, и вы будете спокойны по этому поводу. Вы встретите этого человека, когда освободитесь от прошлых долгов, обязательств и, возможно, каких-то кармических узлов. Тут уже нужно понимать, есть у вас кармические узлы или нет. И нужно понимать, есть ли на вас какой-то негатив или нет. Вы будете или ощущать, или будете делать диагностики и так далее. Да? То есть
При каких обстоятельствах вы встретите нового человека? Когда избавитесь от старых, там, условно, демонов, да, или грехов, или от предыдущего негатива, или от предыдущих связей. Ну, а здесь как раз вся линейка достаточно, ну, такая, как бы призывающая развязать какой-то узел или какие-то порочные связи. Да? Следующий вопрос, который открывает. Каким этот будет союз? Выпадает аркан 13. Этот союз будет роковым, неминуемым и трансформативным. То есть вы, если войдете в новые отношения, то вы будете там меняться, и скорее всего, вы уже не будете прежним человеком. Услышали, да? То есть 13-й аркан полной трансформации, полного изменения и избавления от всего лишнего. То есть в новом союзе вам ничего не будет мешать, но вы будете другим, и партнер будет уже другим. Понимаете? Это если мы говорим о новых отношениях. И вот эта карта в контексте этого блока говорит о том, вот что вам нужно пройти до этого брака. Ну, который может быть. А вам нужно пройти реальное испытание, перерождение, трансформацию. Видите, это эмбрион, да, карта эмбриона и карта темного пути. Поэтому здесь жрица и говорит, видите, луна на луну выпадает, что ты не должна знать о новом партнере, пока не станешь крепко на ноги или не переродишься, ну, в этой жизни, как говорится, да, вот так. Хорошо. Это мы немножечко о браке, да, поговорили. А теперь блок, я немножечко озвучу его, забегу наперед, чтобы вы понимали, да. Именно о новом мужчине. Вас, если ждет новый мужчина, а ждет ли он вас? Да. А какой он? Он успешный. И он достигший, он сформированный, да. Знающий, чего он хочет в этой жизни. Умеющий ставить перед собой цели и достигать их. Эта встреча может произойти, опять девятка выпадает, когда вы действительно будете самодостаточны и не будете зависеть от финансового вопроса. Это раз. Ну а с другой стороны, эта встреча может произойти, когда ваша самооценка достигнет определенного уровня. Ну, скорее всего, не ниже вашего партнера. Да? То есть у вас будет самооценка. Ваша самооценка знак равно самооценке вашего партнера. Этот мужчина, скорее всего, будет сильный, властный, сформированный, самодостаточный, не бедный и властелин, управляющий или хозяин чего-то грандиозного. Ну, может быть, государства, корпорации, ну и так далее. То есть, понимаете, император. И этот мужчина будет императором. Может быть, он будет просто императором для вас и главным мужчиной в вашей жизни. В вашей судьбе он сыграет такую роль, что вы поймете, что после самых темных дней, да, восходит солнце, и перспектива всегда есть. Он сыграет такую роль, что вы убедитесь в том, что всегда есть выход из любой сложной ситуации, и всегда есть к чему стремиться, и есть куда идти. Всегда есть другие варианты, и всегда есть новые горизонты. Прекрасный расклад, как по мне. Ну и давайте еще два блока. И этот блок, он будет касаться именно работы. Работы, можете посмотреть на бизнес, в принципе, да. Работа больше, конечно, более специфична. У бизнеса своя специфика, да. Но можно и посмотреть на бизнес. В ближайшие 1,5 года или в то время, которое вы настроились подсознательно, ваша работа может измениться. И она может измениться так, что она не будет похожа на ту работу, где вы работали, да? И она больше будет связана с чем-то духовным. Скорее всего, за свою работу или за свою профессию вам придется побороться.
Не ждите резкого роста доходов. И с ростом доходов могут быть затишья. Да? То есть в доходах может быть затишье на работе. И десятка жезлов здесь говорит о том, что вам нужно обратить внимание на свое здоровье и на выносливость. И это напрямую касается вашего бизнеса и вашей работы. Не работаете ли вы на вредной работе, не устаете ли вы на работе очень сильно, нет ли там на работе у вас недоброжелателей и, возможно, не оказывает ли на вас кто-то давление на работе, не только физическое, но и энергетическое. Здесь такая комбинация: страшный суд, пятерка жезлов – это конфликт, четверка мечей – усталость и подавление. И последний блок, который я озвучу прямо сейчас. Все, что связано с спокойствием и счастьем, и все, что для этого нужно лично для вас. Смотрите, где вас ждет спокойствие и счастье? Там, где вам не надо бороться во имя победы любой ценой. Вас ждет спокойствие и счастье там, где вам не надо ничего никому доказывать. Там, где вам не нужна победа во имя победы. И там, где не надо ставить все на победу, слышите, или на успех. То есть там, где отсутствует конкуренция, по сути. Это будет связано, ваше спокойствие и счастье, будет связано с другим человеком, скорее всего, и с другим местом. И, возможно, оно не будет либо похоже на то место, которое уже было, либо будет не идеальным. Или не таким крутым, как было, да? Вам мешает прийти к этому состоянию собственная финансовая независимость, или зависимость, тут уже смотрите, и ваша самооценка. И к внутреннему покою вас приведет развязка кармического узла, чего я вам искренне желаю. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Почуємось, до зустрічі. Па-па.